Замечу, велосипед, кстати, не привязан. Толстый кот попой ко мне повернулся. Вот, кстати, здесь есть фуникулер. Призрак монаха, который был казнен. Вот нас тоже некоторые спрашивают, где люди? Какая страшненькая женщина. Так что, ну эту керамику. Музей гвоздей, про который я вам рассказывал. Город, он очень атмосферный. Шмот прямо на входе в город. И, скорее всего, здесь даже очень вкусно. На керамику мы вам покажем в другом городе. Ой, Юля куда-то заглядывает. И очень вкусное мороженое. Всем привет, меня зовут Юля. Меня зовут Миша, и мы приехали в город Чертальдо. Сейчас пойдем вам его показывать. Здесь, конечно, туристов видимо-невидимо. Вон, посмотрите, на парковке им припарковались вот швейцарские номера. Вот тебе испанские номера. Вон там вдалеке Вольво с желтыми стоят голландские номера. Вот тебе польские номера, Бэха стоит. Но здесь вся Европа собралась в этом городе Чертальдо, если честно. Огромное количество туристов. Очень туристическое место. Так что пойдемте его открывать вместе с вами. Посмотрим, что оно из себя представляет. Так, смотрите, подходим уже к центральному входу в город Чертальдо. Тоже гляньте, как он выглядит снаружи. Кирпичные мощные стены. Ну, любопытно. Посмотри, что там внутри. Какой он, Чертальдо этот. А вот тут, кстати, вокруг города есть вот такая пешая прогулочная дорожка. Смотрите, ты идешь, и вокруг стены этой крепости города Чертальдо. И вот так вот вечерком здесь тебе подсветочка. Гуляешь, вообще красота. Сейчас днем, конечно, жарковато, а вечером, мне кажется, здесь самый кайф. Сейчас посмотрим, куда она ведет. Вот, посмотрите, да? Как снаружи это выглядит. Великолепно. Вот она вся прям по кругу города идет. Это прогулочная дорожка. И вот смотрите. Ну, парковка, где мы остановились. И ты идешь, у тебя как бы справа стены города Чертальдо. Вот эти вот средневековые. А слева у тебя получается зелень с панорамным видом. Поэтому вечерние прогулочки здесь обеспечены быть очень романтичными. Скажем это так. Вот, если устанете, лавочка присесть, полюбоваться видом на Тоскану, на всю долину. Ну, прям сделали все от души. И вот она дорожка, видите, идет. Вся по кругу вот так города. Мы, конечно, все не пойдем смотреть, но картинка неописуемая. Посмотрите, будто художник нарисовал какой известный. Ну, пойдемте ближе смотреть уже город. Это уже прям практически самое сердце Тосканы. Вот, посмотрите, шмот прям на входе в город висит, сушится. Ну, все как обычно у итальянцев. Смотрите, какая картинка потрясающая. Это вход, один из центральных входов в город. Ну, как сказать, город очень средневековый. Прям вот очень. Посмотрите, даже по зданиям это видно. Архитектура. Гляньте, какие улицы мощеные. И очень туристический. Смотрите, вообще какая работа вообще. Туристов, конечно, тоже много. Сейчас погуляем и поговорим про этот город. Так, ну первое, что бросается в глаза, это вот эта церковь. Мы сейчас пойдем, попробуем войти внутрь, посмотреть. Вообще Чертальдо делится на две части. Это нижняя часть, это современная часть Чертальдо. И верхняя часть. Вот мы находимся в верхней части. Это вот как раз средневековая часть города. Смотрите, какой фасад здания. Вообще, просто сказка, честно. Как в сказке сам находишься. Так, попробуем войти. Посмотрим, какие удивительные вещи нам покажет церковь этого города.
Ну, потрясающе. Все прямо из кирпича из такого сделано. Такого мы давно не видели. Необычно, скажем, простенько, вроде бы. Но в то же время необычно. Мне нравится. Красиво. Ох, посмотрите. Из керамики как сделано. По-моему, это керамика, если не ошибаюсь, да. Вот тоже какая икона необычная на самом деле. Ну, очень увлекательно. Но простенько, если честно. Но красиво в это же время. Фреска какая. Ну, мы вышли из храма. Ну, простенький, скажем так, по сравнению с тем, что мы, конечно, видели уже в Италии, это попроще. Но какой-то у него своеобразный стиль, достаточно не похожий на остальные церкви Италии, на большинство церквей. Ну, тоже интересно. Вообще, город, он очень атмосферный. Прям вот средневековье чувствуется какое-то такое, ну, какие-то времена такие, прям вот тоже рыцарские, тоже аккуратный такой, не это самое, не грязный. Сильно ничего не валяется. Вот, кстати, если там посмотреть, вдалеке, вот там, вдалеке виднеется как раз нижняя часть Чертальдо. Смотрите, какой колодец. Средневековый вообще колодец. Я так понимаю, он забит уже в нерабочем состоянии. Да, воды там уже, наверное, нет. Но вот он в длину, этот Чертальдо, сделан как единая улица. И это, по сути, крепость, на самом деле. Окруженная по кругу стенами и башнями. Ну, очень туристический, как видите, очень много ресторанов, баров, туристов, огромное количество. Вот, скажем, главная достопримечательность города. С гербами, эмблемами. Часовня, колокольня, вон сверху. Здесь, кстати, проходят концерты. Вот под этим вот, назовем это навес, под этой верандой, проходят концерты в городе. Сейчас мы поднимемся, посмотрим, потому что там великолепные фрески сохранились. Мы их сейчас понаблюдаем с вами. Жаль, что, конечно, не все сохраняются, а некоторые уже такие подпорченные. Но, блин, веками они здесь находятся, понятное дело, по разным факторам. Они, конечно, теряют свое состояние. Смотрите, какое изображение. То ли лев, по-моему. Великолепно. Как тебе город? Он очень необычный, потому что здесь все сделано из кирпича, но я лично уже привыкла, что все из камня. И для меня кирпич уже выглядит как-то удивительно, необычно. Ну да, мы живем в горах, а в горах стиль такой, Тоскане, больше каменный, скажем, а не кирпичный. Вот тоже, знаете, такие изображения на башне. Вот, кстати, вот эта остерия, мы в ней кушали в прошлом году, 2 года назад. Очень хорошая. Здесь и необычная такая подача, любопытная, да? Да, там, короче, мы заказали 2 аперитива, и нам принесли такую корзинку, то есть коктейли, и такую корзинку с колбасами, с сыром, с как-то свежевыпеченным хлебом. И это было прям потрясающе. Там ножичек, дощечка, тебе все приносят, ты сам себе такие бутербродики панины делаешь, и это вообще, конечно, удивительно. Ну да, сам себе нарезаешь, короче, все накладываешь как хочешь. Необычно, типа пикник такой, это да. Пикник в ресторане. Ну такая необычная идея. Мы, может быть, если найдем фотографию, мы вам покажем, вставим. Но если не найдем, то не покажем, соответственно.
Ну, все из камня, честно. Вот все здания просто из камня. Ой, из камня, извините, из кирпича. Абсолютно все здания из кирпича. Это да, действительно, как Юля сказала, правильно. Что-то как-то прям для нас не очень привычно это. После наших деревень каменных такой вот стиль. Тоже посмотрите, какие вот двери у людей в дом. Замечу, велосипед, кстати, не привязан. И это неплохо. Это означает, что воровства здесь нету такого. А вот тоже, посмотрите, магазин с керамикой. Ну, вот какие-то украшения там тоже для дома. Ну вот, в общем-то, он находится вот так вот на высоте. Сейчас мы вам покажем вид. Вышли немножко за пределы центральной части. Вот там вот как раз черта льда, нижняя часть, современная. А вот он на таком холме находится. Сейчас пойдем еще погуляем. Очень много туристов. На самом деле, в основном англоязычные, как мы слышим речь. Ну, очень туристический город. Здесь есть также легенда о том, что этот город дышит огнем. Потому как рядом с городом находятся термальные источники. Ну и считается, что Чертальдо, у него сердце под Чертальдо огненное. Любопытная такая легенда. Огненное сердце. Город, дышащий огнем. Ну, в этом что-то есть на самом деле. Сейчас мы немножко вышли из центральной части, чтобы показать вам, как домики вот стоят. Смотрите, они как будто бы вот настроены друг над другом. Любопытно. Ну, пойдемте снова внутрь. Прогуляемся. Сейчас вот с вами идем по нижней части города. Через арки, туннели. Ну, кстати, наблюдаем, смотрите, украинский флаг висит. Ну, украинские флаги мы часто видим в Италии. Ну, достаточно часто. Вот тоже, смотрите. Тоже один из центральных ходов в этот город. Фу, гляньте, какой ключ. Как будто согнутый. Удивительно. Смотрите, какие вещи необычные на стенах. Вот тоже, пожалуйста, Алессандро Пуччи сделал. Какой-то, видимо, артист известный. Мы его не знаем. Тоже, смотрите, какие вот дорожки мощеные из камня. Поразительные. Вот это красота вообще. Сейчас попробуем посмотреть, что здесь. Может быть, нам что-то откроется. Если это, конечно, не частная территория. А это, судя по всему, может быть, даже частная территория. Но мы попробуем подняться на свой страх и риск. Посмотреть, что мы вам сможем показать. А, здесь, наверное, какой-то базар проходит по выходным. Ну и вот он, более открытый вид на Нижний Чертальдо и на Тосканскую долину. Цикады орут, как сумасшедшие. Надеюсь, орут повсюду в Тоскане. Сейчас пойдем дальше смотреть. О, смотрите, котик. И здесь тоже котики ходят. Видите, какой упитанный толстый кот. Попой ко мне повернулся. Вот, пожалуйста, можно водичку попить тоже здесь. Ну, все как обычно в этих средневековых деревнях, городках. Аутентичная атмосфера. В городе на самом деле много еще интересного посмотреть. Здесь есть музей, где сохранились иконы и скульптуры
12-13 века. Это очень любопытные вещи посмотреть. Мы, скорее всего, не пойдем его смотреть, но если вы здесь будете, то рекомендую. Также есть музей гвоздей. Там самые разные виды гвоздей, ну, тех времен, средневековых, инструменты, гвозди. Но вот почему-то именно на гвозди идет акцент. Тоже любопытные. Просто люди не музейные, поэтому мы, если честно, как правило, обходим стороной такие вещи. Тоже такой барчик любопытный в таком вот здании историческом. Ну, очень атмосферный город. Еще вот такие вот сопровождают на каждом шагу. Необычные вещи из керамики. Вот тоже, посмотрите, ресторан. Ресторан «Замок» называется. Смотрите, как он красиво выглядит. С видом, живописно. Там у нас с вами идет еще одни ворота, еще один вход в город. Ну, все по обыкновению крепости. Вот как крепость сделали, несколько входов обязательно. Вот посмотрите, какие ворота здесь. Тоже аутентичные. А стекла, витражи, посмотрите, как сделаны. Но здесь как будто в музее, честное слово, находишься. Гуляешь просто по какому-то музею. Здесь очень не хватает людей в каких-нибудь таких вот маскарадных костюмах тех времен. Вот они бы составили такой обалденный антураж. Ворота, конечно, огромные. В свое время были. Сейчас посмотрим. Вот, кстати, карта города Чертальдо. Вот она, верхняя часть. Историческая. Сейчас попробуем посмотреть вид в другую сторону с этого города. Вот, кстати, здесь есть фуникулер, который вас может поднять в город. Видите, какой вагончик? Это чтобы не подниматься пешком. А вот вид, в общем-то, с другой стороны, на нижнюю часть города Чертальдо. Ну, на современную его часть. Но мы ее показывать не будем. Я не думаю, что вам это может быть интересно. Да и нам не особо. Нам больше какая-нибудь старина, да? Нравится. Ну, видите, даже фуникулер. То есть для людей, кто, может быть, пожилые люди, кому тяжеловато подниматься пешком, есть вот такие вот удобные вещи, скажем так. Но мы снова вернулись к этому главному зданию города Чертальдо. Кстати, о нем есть сумасшедшая легенда. Некоторые туристы и также старожилы здания утверждают, что слышат странные звуки по ночам оттуда. Говорят, что это призрак монаха, который был казнен в этом здании за ересь. И вот он до сих пор бродит там среди фресок и издает всякие устрашающие звуки. Такой вот призрак монаха живет в Чертальдо. Так что будете туристами, прислушивайтесь у этого здания. Может, тоже его услышите. Вот, кстати, этот колодец, который мы вам до этого показывали, тоже любопытная легенда с ним связана, я не рассказал. Это древний колодец, он находится рядом с домом известного очень поэта, писателя-поэта. И говорят, что этот поэт черпал из этого колодца вдохновение. То есть он по ночам спускался в этот колодец, прямо на самое дно, и черпал вдохновение и писал все свои произведения благодаря этому колодцу. О, кстати, гляньте, флаг Палестины сюда повесили. Ничего себе. Вот. И к чему я это? Иногда по ночам, если подойти к колодцу, в тихую ночь обязательно, полнолуние, в тихую ночь, можно услышать шепот поэта, как он читает свои произведения. Прикиньте, какая жесть вообще страшная, но любопытная.
Ну, в общем-то, город, он вот такой вот. Это, грубо говоря, одна центральная улица. Это и есть вот городок этот. Мы сейчас дойдем уже до конца. Покажем вам дом поэта. Этого я даже не помню, как его зовут. Имя, фамилия, если честно. Я не силен в писателях-поэтах. Но он очень известный, говорят. И просто посмотрим, как выглядит эта улочка. Вот видите, огромное количество туристов. Все кушают, что-то едят, пьют. Ох, вот это вот посмотрите. Посмотрите, какие ворота. Не ворота, точнее, а двери. Двери какие вообще из дерева, прям огромные, мощные. С башней тоже. А, вот он что такие. Ворота-то здесь. Здесь как раз вот этот поэт-писатель. Боккаччо, да. Вот Юля подсказывает. Вот. Боккаччо его зовут. Может, вы его знаете. Тут как раз его и музей, и библиотека. Вот. Может, вы его и знаете, а я его не знаю, если честно. Кто такой Боккаччо? Вот тоже, смотрите, какая страшненькая женщина. Скульптура. С каким-то корабликом на голове. Такая вот площадь. Тут тоже красивая, спокойная. Ну, любопытный городок, честно. Любопытный. Но мы больше не будем приезжать в выходные. Мы вот, честно говоря, ошиблись. Поехали вот в выходные. И куча туристов. А мы не любим, когда много туристов. Мы любим, когда города полупустые. Вот нас тоже некоторые спрашивают, где люди? Да мы потому что это лучше снимать, когда нет людей. Типа понедельник, там вторник днем. Они хотя бы в кадр не попадают и не портят картинку средневековья. Добрый Миша. Вот видите, как дома у себя. Такие всякие трактурии прикольные. Скорее всего, здесь даже очень вкусно. Потому что мы не ели там, но мне кажется, здесь вкусненько. Вот тоже какой-то музей. А, вот это, кстати, музей гвоздей, про который я вам рассказывал. Музео дель Чиодо. Музей гвоздей. Вот, посмотрите, тут. А, здесь лавка ремесленная. Здесь как раз керамику делают, всякие украшения. Но керамику мы вам покажем в другом городе. Там будет намного интереснее и красивее, поверьте. Так что, ну эту керамику. Вот тоже посмотрите, какое здание. Там стема наверху. Какой-то герб прям. Ой, Юля куда-то заглядывает. Сейчас пойдем тоже заглянем, что там внутри. Посмотрим. А внутрь попасть нельзя, но вот так посмотреть можно. Ну, в общем-то, мы и вернулись снова на то место, где был фуникулер, мы вам показывали. Улица закончилась. Вот такой вот он любопытный городок. Небольшой, но очень интересный. Я его советую к посещению. Это одна из, скажем, жемчужин Тосканы. А ты что скажешь? Да, я тоже так думаю, потому что он очень необычный. То есть в Тоскане все-таки такая архитектура, она очень необычная. Ну да, кирпич вот так вот выложен. Очень, правда, необычно. Это что-то другое. Когда уже глаз замылился с одним и тем же, приехать сюда и увидеть что-то новое. Ну, а мы поедем дальше, да? Да, мы поедем в следующий город. Это город у нас Сан-Джиминьяно. Как раз-таки в этом городе самая офигительная керамика в Тоскане и очень вкусное мороженое. Поэтому до следующего видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И все, до скорого. Пока-пока.